Всем привет! Сегодня у нас боксерская подушка, заслуженный боксерский снаряд, который подходит как новичкам, так и профессионалам. Сегодня я расскажу про 3 замечательных удара, такие как основной удар панч, как на подушке это будет выглядеть, как удар джеб, ну и крюк, апперкот, то есть прямой, боковой снизу. Все вот эти вот моменты подводящие, основные, которые на подушке закладываются от новичка до профи. Первое, то, что можно сказать, к подушке, если вы новичок, то вам надо понять вот эту вот формулу, самую простую, 3 дистанций. То есть удар бьется на всех дистанциях, но тело ведет себя по-разному. На каждой дистанции вы бьете удар по-разному. Где-то вы больше тащите бедро, где-то плечо, где-то кистью, где-то достаточно даже одного заворота кисти, чтобы уже ударить сильно. То есть таким образом, как вкручивая удар. То есть подушка чем хороша? Чем она отличается от мешка? Она не ходит, она статична. То есть она всегда в одном положении. Здесь тоже есть определенный момент травматизма. Обычно боксеры опытные никогда в одно и то же место 2 раза не бьют. То есть это связано с тем, что вот ямку ты выбил, и если чуть-чуть ты мимо этой ямки пойдешь, потому что какая бы ни была бы крутая подушка, ямка все равно будет. Даже если она сильно, быстро даже восстанавливается. Вот это хорошая подушка, но даже в ней есть ямки. Поэтому первое – это разминка. Разминка у боксера высокого уровня уже должна начинаться с защиты. То есть вот этот вот момент первого толчка, который идет от ноги и с навалом, как бы здоровается со снарядом. Выдвижение локтей, плечей, вращение бедер. Если новичок, то вам достаточно просто ее хотя бы потолкать. Потому что даже толчки простые, вот такие с прогибами, они уже приближают вас к навалу. Одному из самых важных моментов. Теперь по поводу вот этих вот обозначений панч, джеб. Почему боксеры их используют? И используют их очень давно. По крайней мере, я от своего профессора, преподавателя, слышал, что вот это вот обозначение, вот, например, панч. Панч – это основной удар. То есть вот в эту формулу основного удара уже закладывается вся его механика, вся его сила. То есть все движение для боксера – это основной удар. Выполняется он очень просто, эффективно, то есть это первый удар, который вообще ставят. Основной правый прямой. А вот теперь, представляете, где-то кричать вот это вот, давай, основной правый прием, там прямой, попробуй ударь. Просто одно слово выкричал, панч, грубо звучит, панч, 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 джеб, джеб, панч. То есть для звук для уха, более приятен, чем нежели ты будешь выкрикивать там левый боковой, там не основной, да, или там основной. То есть момент вот в этом, поэтому обозначения вот эти вот, ты даже сам, когда бьешь, выдыхая, ты говоришь сам себе панч или джеб, панч. То есть прививая себе вот такую вот культуру, мозг у тебя сразу будет вспоминать весь образ, что заложено в этот панч, что заложено в этот основной удар. И как быстро ты сможешь к нему перейти. Как только замешкался соперник, ты уже точно знаешь, панч пошел. Джеб. Джеб – это неожиданный удар, всегда неожиданный. То есть достаточно быстрый, хотя может быть и не быстрым, но вовремя его надо бить. То есть джеб нужен, чтобы где-то остановить соперника, где-то его пощупать или наоборот его где-то не допустить. Но самая главная функция джеба – это вывести на панч, на основной удар. То есть джебом вы можете так заиграть соперника, что он как бы даже не заметит, как вы подготовили панч. Такие удары, как крюки, или удары сбоку, они тоже под каждую дистанцию бьются по-разному. То есть какой-то одной формы удара бей только так. В бою из-за видоизменений у тебя траекторий будет масса. Поэтому на подушке чем хорошо? Когда ты выводишь себе какой-то из ударов до автоматизма, как в передвижении, делая это с маневром, так и в тупую, просто набивая силушку богатырскую. Поэтому сама по себе формула набивания вот этих ударов, она с точной
дозой дистанции бьется. Без дистанции это уже когда вы очень высокого уровня. Вы настолько понимаете, где вас выносит, где вас подкручивает, где вас закручивает, что делаете это в последний момент, уже отталкиваясь от самой ситуации. Ну и к этому должна быть привязана, безусловно, стратегия. То есть просто так делать такие удары без необходимости, как говорят, лучше поберечь свое тело. Потому что они все разрушительные, все мощные, и даже если вы сами будете сильно бить, можете пострадать. Поэтому начинайте через спокойную разминку, как бы промяв всеми основными подводящими движениями, которые у вас могут быть. Очень хорошо можно вообще на ней поразминаться. Вот. Еще раз говорю, эти вещи лучше делать, потому что это правильная культура подхода к снаряду. Дальше должны быть небольшие, спокойные удары, чтобы вы сами для себя уже разогнали, что движение, например, руки стоит на старте. Движение лопатки, выдвижение лопатки. И движение самого тела уже идет в сочетании с движением лопатки, то есть выходом руки, и движением навала бедра. То есть то, что я как раз делаю по переносу веса тела. Удар здесь может быть короткий, средний, длинный, и так, и так, и так, и так надо. Но на что нужно обратить внимание, это то, как вы давите на подушку. Подушка не мешок. Ходить она не будет. Поэтому если вы прилипли к подушке, сразу руку отдергиваете. То есть должен быть вот такой пружинящий эффект, чтобы на возврате вы также концентрировали силу для обратного ее выхода. Чтобы момент заряжания, как говорится, пушки, у вас был обратным импульсом. То есть для удара два импульса. Первый и второй. Считается скоростью, когда туда и обратно. Никогда только туда. Поэтому сама первая форма набивания делается строго на вкопанных ногах, чтобы почувствовать разгон массы тела и правильного выхода под нужный угол уже мышечной силы, которую вы можете выдавливать от плеча. Каждый удар, вы как поправляете друг друга. То есть где-то в каких-то членах своих, бедра, ноги, руки, где-то в этих вещах вы каждый раз себя поправляете. Чтобы эти звенья договорились одной машиной бить. То есть как в защите вы пользуетесь навалом и вращением, так и в ударе. Все удары у вас, по сути, ведут к точному одному удару. Поэтому этот панч, основной удар, должен начинаться и должен заканчиваться многими подводящими другими ударами. Например, вы снизу разогнали, панчем подровняли, сбоку разровняли, чуть-чуть отшагнули, панчем закончили. По-всякому. Но дистанция – это самое главное. Почему подушка является одним из самых эффективных снарядов для развития именно дистанции удара. Потому что здесь ты ориентируешься уже точно. То есть ты понимаешь все эти передвижения, отклонения и так далее, и так далее. Под этот удар ты загоняешь. Поэтому панч. Выстреливаем рукой, бьем плечом, бедром, давлением. Сначала спокойно. Вы точно должны убедиться в том, что вы все это делаете. Теперь выпрямление этой ноги. Я еще раз поясню рычаг этой ноги. Если вы бьете на прямой, на этой, то есть это последнее движение акцента. То есть все. Это полное мышечное напряжение. То есть вся система мышц у вас сократилась в один момент. То есть вы точно на выпрямлении. Точно на этом движении вы уже касание делаете. Вся сила, в том числе и напряжение мышц, буквально как в бетон вас превращает.
Плюс к этому вот эта вот часть падающая. Раз. Сила умножается. Теперь смотрите, я объясню. То есть в бою вот таким движением, когда вы уже акцентируете, это вы добиваете. То есть вы к сопернику подошли, обработали его и выпрямили ногу на ударе. Это самый сильный удар. Ну, если все составляющие, скажем так, свяжутся воедино. Теперь, в бою чаще всего вот именно вот эта вот часть ног является игровой. То есть здесь очень много скрытой энергии, и связано это с передвижением. То есть ноги настолько точно выставляются под руки, что вы фактически ощущаете ногу рукой. То есть нога дает столько энергии, сколько надо руке. То есть вот, точно рассчитываем, можно бить и с опозданием, по-всякому вам придется в бою бить. Поэтому просто за одну там какую-то линейку, вот только так, да по-разному. Самый главный фактор, чтобы вы понимали, как идет сила, как ее можно подорвать просто снизу вверх. Также с переносом веса тела, вот на удар снизу. Вот я просто выталкиваю силу снизу и телом подхватываю ее уже на разгибание. С одной стороны и подворотом бедра с другой стороны. То есть усиливаю. Также и под боковой. Я буквально тащу массу. И если я полностью буду выпрямлять ноги, я быстро этот эффект сделать не смогу. Поэтому вот эта вот часть ног, в вашем понимании, как пружина, она реально помогает бить. И от нее можно очень быстро бить. И переходить к какой-то защитной форме. Поэтому выпрямление ноги – это акцент. А нога пружинищая – это игровая форма. То есть, где вы быстро будете перемещаться и быстро будете достигать своей цели. Оп, раз, подпрыгнул, ударил, отошел. Вот эта часть, она фундамент для удара вообще в целом. И вот это, казалось бы, незначительный подскок может прибавить, ну, не знаю, килограммов 100 удара. Просто за счет того, что вы подскакиваете. И делаете это вовремя. Делаете это в союзе со всей массой тела. Итак, панч. Основной удар. Выбирается средняя дистанция, и тело пытается сначала, ну, как бы вот, когда на полную ногу вы давите, полностью перейти на эту ось. То есть вот оно движение. Из-за того, что у вас задняя часть вся перешла во вращение, она у вас дальше никуда не идет. То есть появляется такая как бы жесткость удара, где вы реально можете надавить носком. То есть вы вколачиваете его буквально. Все тело вместе с разгибателем в единой связке вы вталкиваете. Вталкиваете. Раз отжали, раз отжали, раз отжали. Вот эта часть и вот эта часть. Вот что панч. Панч можно делать и из-под угла, руку выводить. И так, но движение все равно будет по прямой. Следовательно, и направление толчка должно следовать этой прямой. При боковом ударе масса тела, вы ее раскидываете с ноги на ногу. Здесь самое главное не завалиться. Есть очень хорошее подводящее упражнение, когда вот как будто ты зацепился за резину, тянешь ее со всех сил на себя, и у тебя сам выходит правый боковой. Раз. Раз. Вся масса тела у вас перевалилась. Вытянул, натянул. Натянул. Теперь положение кулака. Так, так, так. Чтобы легче всего было ориентироваться, как правильно держать кисть. Представьте себе круг. Вот все вот эти вот хваты, которые вы делаете на кругу, вот это и есть правильное положение руки. То есть, если вы делаете это верхнюю часть головы, вам вынужденно придется занять вот это положение. Ну, с небольшим можно подворотом, если кисти сильные. Если вы влепите вот так вот, на такой дистанции, ну, можно. Но каждый десятый, возможно, вам подорвет руку. Потому что сам по себе излом такой, на такой форме,
натяжение, он, как бы сказать, неправильный. И наоборот, если вы при опускании будете бить вот так, тот же эффект. То есть здесь надо наоборот руку выкрутить. По направлению, еще раз говорю, вот, это так, подсказка, просто как круг, представьте себе, идет. И вы вдоль этого круга и закладываете. Так, чтобы положение кулака всегда было правильным. Это очень важно, потому что у крюка есть способность и как прямым, то есть по направлению прямого бить, так и на себя немножко закидывать цель. То есть как бы чуть-чуть в самый последний момент закидывая его, как это сказать, зазывая, как бы затягивая его ударом для следующего удара. Теперь очень хитрый джеб. Джеб, как мой тренер меня учил, кстати, я от него научился этому самому понятию, что джеб – это всегда удар, который готовит правую руку. То есть по манере это такой удар, который не обязательно, что вы будете дергать бедром. Он просто быстро может вылететь от корпуса. А второй, например, уже может пойти с переносом веса тела. То есть просто бросил, раз пошел. То есть под этот удар очень просто прятать сам шаг. Раз. Один делаешь холостой, второй тут же кидаешь его. Раз. Раз. Джеб может не возвращаться. То есть рука может остаться. При наличии хорошей защиты правой рукой вы можете постоянно соперника тыкать со всех сторон. Джеб не просто руку бросил, джеб. Это очень коварный удар. Он явно сдерживает. Поэтому очень большая нагрузка ложится именно на руку. Потому что 90% силы именно эти напряжения работают. Эти они все отдыхают. Но каждый в свою очередь может стукнуть. Теперь, эта часть, когда вы начинаете на подушке набивать, всегда старайтесь нашагивать ее ногой. Приближаться, где-то отдаляться. Чтобы сделать удар невидимым, надо спрятать саму форму этой молниеносной части удара. То есть ты где-то можешь шугануть и сразу ударить. Пока человек еще отвлекся или просто испугался. И потихонечку вы должны точно здесь играть уже эту дистанцию, чтобы ощущать. Теперь смотрите, от фронтальной стойки вы можете равнять. То есть направление этого падения. То есть стойка помогает вам усиливать где-то удар. Или наоборот где-то его проваливать. То есть в зависимости от задач. Можно и смягчать этим ударом. Легко встречать. А можно очень жестко. Для жесткости прямого левого удара, то есть это чуть-чуть другой удар, чем нежели джеб. Джеб, еще раз говорю, осторожный такой, очень коварный. Я бы в некотором смысле сказал, что подлый такой удар. Очень, бывает резкий. Или наоборот такой, толкающий вроде ни о чем, а тебя выводит из равновесия. Поэтому, чтобы научиться бить сильный прямой, для этого также вы толчком ноги через перенос веса тела, но уже левого бедра, поддергивание. То есть его не надо так закручивать, а просто поддерните его, чтобы сам момент напряжения опять-таки же вывел вас на одно мышечное сильное напряжение. То есть этот удар, он падающий. Также можно бить на прямой ноге, также можно на согнутой ноге. Всегда после джеба вы должны иметь в голове выход мгновенный на правую. То есть джеб, он должен раз, как только траектория к правому подошла, и вы левым достали, мгновенно запускаете панч. Теперь удар снизу, удар сбоку, удар прямой – это все разные удары. Бьются они, да, одними и теми же силами, чуть-чуть по другим, траекториям, но каждый из ударов надо ставить. Ставить надо, например, сегодня на тренировке только панч, только панч, только панч. Причем панч с скачком, панч с шагом.
с холостым. Например, раз с уклона выход. Все только в панч. До тех пор, пока это действительно не станет для вас основным ударом. На базе панча вам будет легче просто понять, ну, более там изощренные удары, тоже по скорости и по силе не хуже, чем панч. Один из таких ударов — кросс. Тоже созвучно так звучит — кросс. То есть бьется, ну, как крест через руку. Причем такой опасный удар, что даже, ну, не знаю, один тоже из сильнейших в боксе. Поэтому, парни, рассмотрите внимательно в своем расписании упражнения на подобном снаряде. Очень хорошо он останавливает вашу силу.